Все видео данного мастер-класса вы можете найти в одном плейлисте по ссылке в описании к этому видео. Итак, провязали 6 ряд до конца, также выполнили все наши столбики и прибавку в каждый последний столбик группы. Одна воздушная петля разделения между группами, и теперь соединяемся во вторую воздушную петлю подъема. Таким образом, наш 6 ряд завершен. Теперь приступаем к 7 ряду. Все то же самое. 2 воздушные петли подъема, как первый столбик, с одним накидом, накид, и также провязываем до последнего столбика данной группы по одному столбику. Вот подошли к последнему столбику, и в него мы также выполняем 2 столбика. Одна воздушная петля разделения между группами, и следующая также по столбику в каждый столбик до последнего столбика группы. Подошли к последнему столбику, и в него выполняем 2 столбика. То есть все то же самое. И одна воздушная — это разделение между группами. Все, таким образом мы продолжаем вязать ряд до конца, выполняя по одному столбику в каждый столбик, кроме последнего. В последний у нас везде по 2 столбика, и разделение между группами везде по одной воздушной петле. Итак, вот я провязал 7 ряд до конца. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И везде у нас в последний столбик каждой группы идет прибавка по 2 столбика. Во все остальные столбики всегда по одному столбику. И везде между группами по одной воздушной петле. То есть я здесь уже выполнил последнюю воздушную петлю и соединительной петлей соединился во вторую воздушную петлю подъема. Дальше я уже показывать не буду, здесь в принципе уже все понятно. Всегда прибавка в последний столбик группы, а все остальное остается неизменным. И вы таким образом вяжете до того размера, до того диаметра, который вам нужен. Единственное, что нужно учитывать, это количество столбиков. Сейчас я покажу, когда нужно остановиться. То есть вот у меня уже связана одна салфетка, она еще не заблокирована, но просто вам покажу, как должно делиться количество столбиков. Вот я провязал какое-то определенное количество рядов. Вы можете связать и больше, и меньше. Главное то, что вот после последнего ряда с прибавками, которые мы делаем, вот столбики с накидом, прибавки, одна воздушная петля и дальше. После такого ряда у нас будет ряд, где мы будем провязывать просто столбики без накида в каждый столбик. Везде просто столбики. И вот это количество столбиков без накида у нас должно делиться на 3. И то число, которое получится при делении, у нас тоже должно делиться на 3. То есть я вам сейчас объясню. Вот калькулятор. Здесь в последнем ряду у меня 10 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 столбиков. В следующем ряду я провязываю по столбику в каждый столбик. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И в каждую арку одной воздушной петли у меня провязано 2 столбика. То есть 10 плюс 2 будет 12. И у нас 12 таких раппортов. Получается, мы умножаем на 12. У нас получается 144. То есть у меня сейчас здесь 144 столбика без накида. 144 делится на 3, получается 48. Потому что мы будем потом делать вот эти арки, у них раппорт 3 петли. Получится у меня 48 таких арок. И 48 разделить на 3 у меня тоже делится на 3, 16. У меня получится 16 вот таких лепестков. То есть вот этой обвязки у меня получится по 16. То есть у меня оба числа делятся на 3. То же самое, например, если бы мне нужно было сделать побольше, у меня уже бы в следующем ряду здесь было бы 11 столбиков. И тогда получается в следующем ряду, когда бы я вязал, я бы провязал 11 столбиков, и в петлю одной воздушной арки я бы провязал не 2 столбика, а 1, и у меня бы также получилось 12 столбиков. То есть также я бы 12 умножить на 12 раппортов, 144 разделить на 3,
и разделить на 3. То есть все у меня делится. То есть вы можете адаптировать свое количество столбиков на любой размер, на любой диаметр. Можете провязать сюда один столбик, можете провязать в эту арку 3 столбика. Неважно. Можете где-то сделать прибавку, можете где-то не сделать прибавку. Главное, чтобы потом в итоге, когда вы свяжете последний ряд после столбиков с одним накидом, просто столбики без накида, количество этих столбиков должно делиться на 3 по 2 раза. То есть у вас это количество столбиков должно делиться на 3, и то число, которое получится, оно тоже должно делиться на 3. Надеюсь, понятно объяснил, а то уже много рассказал, проще так запутаться. В общем, чтобы у вас число делилось на 3, и следующее число тоже делилось на 3. Итак, я провязал здесь всего у меня 10 рядов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И вот в этом последнем 10 ряду я провязал, у меня в каждой группе здесь 10 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И одна воздушная петля. Сейчас в следующем ряду нам нужно будет провязать столбики без накида в каждый столбик, и столбик без накида также в арку. То есть у нас в следующем ряду только столбики без накида. То есть вот, это будет выглядеть вот так. Везде у нас столбики без накида, и в арку тоже. Но так как у меня здесь 10 столбиков, я провяжу по столбику без накида в каждый столбик, у меня будет 10 столбиков без накида. И если я провяжу, например, один столбик без накида, тогда у меня получится в раппорте 11 столбиков без накида. 11 столбиков умножаю на 12 раппортов, у меня получается 132. Мне нужно, чтобы число делилось на 3. 132 делится на 3, получается 44. Но и это число, второе, у меня тоже должно делиться на 3. 44 на 3 не делится, получается 14 и вот с копейками. Поэтому я провяжу в арку не один столбик без накида, а 2 столбика без накида. Итак, я провязал 10 ряд до конца, выполнил везде по столбику в каждый столбик. И в последние столбики у меня везде прибавка по 2 столбика. И также по одной воздушной петле между группами. Выполнил последнюю воздушную петлю также и соединился во вторую воздушную петлю подъема соединительной петлей. Теперь приступаем к 11 ряду, выполняем одну воздушную петлю подъема и сюда же, в этот же первый столбик, воздушные петли подъема предыдущего ряда, выполняем столбик без накида. Теперь вяжем в каждый столбик по столбику без накида. Итак, я провязал по столбику в каждый столбик. Передо мной арка одной воздушной петли. И теперь я в нее провязываю 2 столбика без накида. 1 и второй столбик. Все, далее у меня уже идут столбики. Я также выполняю по столбику в каждый столбик без накида. Все, если вы вязали вместе со мной, у вас получилось все то же самое. Все, таким образом продолжаем вязать ряд до конца. Итак, я провязал 11 ряд до конца, выполнил везде в каждый столбик по одному столбику без накида. В арках у меня везде по 2 столбика без накида. И в конце ряда я просто соединился соединительной петлей с самым первым столбиком. Теперь приступаем к 12 ряду. Одна воздушная петля подъема. И сюда же в этот же самый первый столбик выполняем столбик без накида. 3 воздушные. Пропускаем следующие 2 столбика. 1, 2. И в третий по счету выполняем столбик без накида. Опять 1, 2, 3 воздушные. Пропускаем 2 столбика и в третий столбик без накида. 1, 2, 3. Пропускаем 2 столбика и в третий столбик без накида. Вот такой наш раппорт. 1, 2, 3. Пропускаем 2 столбика и в третий столбик без накида. Таким образом продолжаем вязать ряд до конца. Столбик без накида, 3 воздушные. Пропускаем 2 столбика и в третий столбик без накида. И так вяжем по кругу. Итак, я провязал 12 ряд до конца, выполнил последний столбик без накида. Передо мной 2 столбика без накида предыдущего ряда, которые мы по рисунку пропускаем. Нам теперь нужно выполнить последнюю арку. По идее, она у нас должна быть из 3 воздушных петель, но мы ее по-другому провяжем. Выполняем одну воздушную петлю, накид, и теперь
в самый первый столбик без накида, который у нас был, мы в него провяжем столбик с одним накидом. То есть вот таким образом мы заменили нашу последнюю арку и оказались в центре этой арки. Нам это нужно для следующего ряда. Итак, приступаем к 13 ряду, выполняем одну воздушную петлю подъема и выполняем столбик без накида сюда же, в эту же прям арку. Вот так. Теперь 3 воздушные. 1, 2, 3. Столбик без накида в следующую арку. 3 воздушные. 1, 2, 3. Столбик без накида в следующую арку. Теперь 4 воздушные. 1, 2, 3, 4. И столбик без накида в следующую арку. Вот такой наш будет раппорт. То есть 3, 3 петли, 4. 3, 3, 4. Сейчас 1, 2, 3. Столбик без накида в следующую арку. 1, 2, 3. Столбик без накида в следующую. Теперь 1, 2, 3, 4. Столбик без накида в следующую. То есть у нас идет чередование арок. 2 арки по 3 петли, 1, 4. 2 по 3, 1, 4. Все, таким образом продолжаем вязать ряд до конца. Чередуем 2 арки из 3 петель, 1 из 4, 2 из 3, 1 из 4. Вяжем так ряд до конца. Итак, провязали 13 ряд до конца. Вот у меня здесь последние по рисунку арки из 3 воздушных петель. И у нас последняя самая арка должна быть из 4 воздушных петель. То есть вот у нас идут 2 по 3, 1, 4. Также здесь вот 1, 4, 2, 3. И сейчас вот последняя у нас должна быть из 4. Но мы ее заменяем. Выполняем 2 воздушные петли, накид. И в самый первый столбик без накида выполняем столбик с одним накидом. Вот так. Таким образом мы заменили арку 4 воздушных петель. Теперь приступаем к 14 ряду. В эту арку, вот в эти арки 4 воздушных петель нам нужно будет провязывать по 9 столбиков с одним накидом. Но в этой первой арке мы сейчас провяжем 4 столбика, а 5 столбиков мы провяжем уже в конце ряда. То есть сейчас сначала выполняем 2 воздушные петли подъема как первый столбик с одним накидом. И сюда же вяжем еще 3 столбика с одним накидом. 1, 2 и 3 столбик. Вот. А в конце, когда мы подойдем сюда, мы сюда провяжем недостающие 5 столбиков и соединимся. Сейчас, после того, как выполнили столбики с накидом, сразу же в следующую арку соединяемся столбиком без накида. Теперь 3 воздушные. 1, 2, 3. И в следующую арку соединяемся столбиком без накида. Затем перед нами арка 4 воздушных петель. В нее сразу же выполняем 9 столбиков с одним накидом. Вот так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 столбиков с одним накидом. И сразу же в следующую арку 3 воздушных петель мы соединяемся столбиком без накида. То есть вот такой будет наш раппорт. То есть здесь мы довяжем в конце ряда наши последние 5 столбиков. Здесь 1, 2, 3 и столбик без накида в следующую арку. Далее здесь у нас по рисунку идет арка 4 воздушных петель. И в нее выполняем наши столбики с одним накидом. 9 штук. Все, то есть я тут дальше уже показывать не буду. Раппорт простенький. Вот так у нас получается. Вяжем здесь
9 столбиков с одним накидом, 9 столбиков, и сразу соединяемся столбиком без накида. Потом 3 петли, столбик без накида, опять 9 столбиков. То есть вот так. Все, таким образом продолжаем вязать ряд до конца. Итак, я подхожу к завершению 14 ряда. Я выполнил последние 9 столбиков с одним накидом. Теперь в следующую арку сразу же мы соединяемся, как обычно по рисунку, столбиком без накида. 3 воздушные. Выполняем последнюю арку 3 воздушных петель. И теперь перед нами наша самая первая арка. В нее мы сейчас провязываем недостающие 5 столбиков с одним накидом. То есть 4 мы провязали в начале ряда, и сейчас 5 провязываем в конце. Все, то есть 4 и 5, всего 9 столбиков. Все, а соединяемся мы следующим способом. Немножечко петлю вытягиваем, вставляем крючок, вот воздушные петли подъема и первый столбик, ну точнее второй столбик. И между ними вставляем крючок, цепляем нашу рабочую петлю и ее просто назад вытягиваем. Это вот так. То есть вот. Таким образом, наш 14 ряд завершен. Поставьте этому видео лайк, если оно было интересным и полезным. Подписывайтесь на мой канал и присоединяйтесь ко мне в Instagram. Там тоже очень красиво и интересно. А с вами был я, Эд. До скорого.